Геометрия – раздел математики, изучающий пространственные структуры, отношения и их обобщения, известна с древних времен. И хотя считается, что геометрия как систематическая наука появилась в Древней Греции, больше всего примеров практического применения знания геометрии человек, изучающий древние цивилизации, находит в Египте. Тридцатью километрами южнее знаменитых пирамид Гизы в Дашуре находится так называемая Ломаная пирамида. Этот объект является одним из самых ярких примеров того, что древние обладали серьезными геометрическими знаниями. Историки приписывают постройку Ломаной пирамиды фараону Снофру, основателю IV династии, который, по их же мнению, правил с 2613 по 2589 годы до нашей эры. Ему же приписывают пирамиды в Мейдуме и в Сейле, а также строительство Красной пирамиды, где, как принято считать, его и похоронили, хотя подтверждения этому никто никогда не находил. На все эти свершения Снофру было отведено 24 года правления. Если бы он управился только с половиной названных объектов, то этот подвиг превышает достижения Хуфу, которому приписывают строительство знаменитой своими тайнами Великой пирамиды в Гизе. Человеку, побывавшему во всех этих пирамидах, поверить в это практически невозможно. Ломаная или ромбовидная пирамида по размерам, сложности и необычности устройства не уступает другим большим пирамидам Египта. Длина стороны пирамиды 189 метров, высота 104 метра, построена из известняка. Пирамида ориентирована по сторонам света с небольшой неточностью, составляющей от 11 до 17 минут. Характерный излом имеет место на высоте 47 метров. Угол наклона нижней части 54 градуса, верхней 43 градуса. Блоки нижней части облицовки уложены под 6-градусным углом к ядру пирамиды. Именно это изменение угла наклона и хорошо сохранившаяся облицовка привлекают к Ломаной пирамиде особое внимание. Стоит отметить такую любопытную деталь. Если соединить прямой линией центры Великой пирамиды в Гизе и Ломаной, а также соединить вторую пирамиду Гизы с Красной в Дашуре, то получим практически параллельные линии. Ученые предложили множество объяснений, почему угол наклона при строительстве был изменен, но окончательного решения так и не приняли. Но еще более загадочна в Ломаной пирамиде ее сложная внутренняя конструкция, не похожая на устройство ни одной из других пирамид. Давайте вместе погрузимся в этот особый внутренний мир, в котором одни видят гробницу, для других это инструмент возрождения и инициации, а для третьих – техническое устройство. Вход в пирамиду расположен на северном фасаде на высоте 11 метров. Сколько времени? Полчаса.
Если другие пирамиды как-то приспособлены для перемещения посетителей с помощью трапов и лестниц, то в этой пирамиде таких участков немного. Всего несколько лет назад, благодаря международной группе исследователей, которые начали проводить сканирование сооружения, здесь соорудили новые лестницы взамен старых. В принципе, да. Сложность и масштабность внутренней структуры ломаной пирамиды можно оценить только побывав внутри, так как схемы не всегда точно передают расположение некоторых частей конструкции в пространстве. Пирамида имеет две практически отдельные системы внутренних помещений. Нисходящий коридор длиной 78 метров ведет глубоко ниже уровня земли в скальное основание. Размеры коридора примерно 1 на 1 метр, как и у большинства пирамид в Египте. На расстоянии 13 метров от входа коридор имеет излом. Угол наклона коридора в начале 28 градусов, а после изгиба становится около 26 градусов. В верхней части коридора стены сохранились очень хорошо. Блоки ровные, гладкие и плотно подогнаны друг к другу. В нижней части нисходящего коридора стены более разрушенные. Трудно сказать, природного или искусственного происхождения эти разрушения, но они уходят глубже, чем сами стены и разрушенные части. А вот и низ. В конце нисходящего коридора находится предкамера высотой около 12 метров со сводчатым потолком. Вот и сводчатый потолок. Летучие мышки. Поднявшись по деревянной лестнице на 6 метров выше, попадаем в нижнюю камеру высотой 17 метров. Сводчатый потолок этой камеры, правильнее его назвать ложным сводчатым потолком, где каждый слой кладки выступает приблизительно на 15 см над нижним, одна из характерных черт технологий древних строителей, которые этот метод использовали во многих сооружениях. Но эта пирамида отличается от других тем, что характерные своды в ней есть не только в больших помещениях, но также над многими дополнительными помещениями, узкими коридорами или шахтами. Предназначение их до сих пор остается неразгаданным. В южной стене находятся две ниши, обе ведут в так называемую вертикальную шахту. Поднявшись по деревянной винтовой лестнице на высоту около 13 метров, для сводчатого потолка находим узкий наклонный соединительный проход.
Единственные обитатели этого уникального и сложного сооружения – летучие мыши. Отбиваясь от летучих жителей и продвигаясь по грубо вырубленному тоннелю, посетитель невольно задумывается: зачем? С какой целью все это так запутано? Каких-то признаков качественной кладки в туннеле не обнаруживается. А вот выходит тоннель, тщательно сложенный из качественно изготовленных блоков, горизонтальный проход. И снова возникает вопрос: кто и зачем пробивал этот кривой тоннель? Откуда знал, в каком направлении должен двигаться и под каким углом? Если верить источникам, что когда-то западный вход, который находится достаточно высоко, был закрыт каменной дверью, так откуда мог знать тот, кто находился в нижней камере, что там есть еще помещение? Попадая в горизонтальный проход, можно идти направо на запад, или же налево на восток. Этот проход по размерам уже более приспособлен для передвижения человека. Стены, пол и потолок сложены и обработаны с изумительной точностью. С обеих сторон путь когда-то должны были перегораживать тяжелые белые известняковые блоки, так называемые порткулисы. Порткулисами в литературе традиционно называют запирающие блоки в пирамидах, которые можно было опускать или выдвигать. Восточная порткулиса, видимо, никогда не опускалась, сегодня она подперта деревянными брусками. Сама порткулиса находится в нише шириной 80 см. Высокий потолок ниши имеет также необычный ступенчатый свод. Размер обеих порткулис существенно больше, чем размер самого коридора, то есть их должны были поместить сюда еще при строительстве. Пол горизонтального прохода изрыт ямами, которые перекрыты деревянными досками. В конце прохода по лестнице поднимаемся в верхнюю камеру, так называемую камеру царя, аналогичную нижней камере. Камера имеет высоту около 17 метров.
пол самой камеры на несколько метров ниже того уровня, где находимся мы. Внизу от одной стены до другой проложены деревянные балки из ливанского кедра. По описаниям, они датируются временами фараона Снофру. Но это еще не доказывает, что он и строил пирамиду, ведь балки он мог поместить в пирамиду, доставшуюся уже в готовом виде. Интересный момент. Осматривая стены вокруг камеры, можно заметить обломанные блоки, торчащие из стены, которые намекают на то, что здесь был когда-то не только второй пол, но, возможно, и третий. Потолок сильно разрушен, но видно, что он тоже имел ступенчатый свод, чем-то напоминающий камеру в Мейдумской пирамиде. Мы перемещаемся на запад. Здесь порткулиса, в отличие от восточной, была опущена. Неизвестно, кому пришлось ее пробить для дальнейшего передвижения. После этой перегородки мы попадаем в нижний отдел загадочного нисходящего коридора. Стены, как и в северном коридоре, здесь сильно разрушены. Коридор общей длиной около 67 метров имеет изгиб, поэтому его начала не видно. Этот коридор совсем не приспособлен для передвижения. Отсутствие ступеней или хотя бы деревянного трапа делает подъем по нему весьма затруднительным. При входе угол наклона коридора 31 градус, и на расстоянии около 22 метров от внешней поверхности коридор имеет излом, после чего угол меняется и становится 24-градусным. Ближе ко входу стены коридора становятся ровными и гладкими, и возле самого входа становятся практически идеально состыкованными и отшлифованными. Здесь сеточка стоит. Ну, ее можно. Пока толку, там гладкая стена будет, все равно не спуститься. Опасно. Там тяжелее. Назначение западного коридора трудно объяснимо, так как входное отверстие находится на высоте 33 метров и 13 метров к югу от геометрического центра. Слишком высоко, в связи с чем служить для входа и выхода это отверстие явно не может.
Представить же здесь проведение какой-либо погребальной церемонии и вовсе невозможно. Пока можно говорю, нет, можете сумочку положить? Там глубокая яма? Да, отлично. Ну, она обозрима, там метра полтора-два. Можно слазить. Но не видно. Да, там еще идет дырка. Еще дальше идет она. Пожалуй, ломаную пирамиду можно назвать самой сложной по внутренней структуре из всех пирамид Египта. Множество исследователей, детально изучая саму пирамиду, пытались объяснить, почему она именно такая. Наличие сдвигов в северном и западном нисходящем коридорах, а также бревна и повышение уровня пола верхней камеры в 2 этапа и некоторые другие детали позволили итальянским архитекторам Вито Мараджоглио и Селесто Ринальди выдвинуть теорию о том, что пирамида при строительстве возводилась в несколько этапов. В процессе строительства имели место разные нарушения в конструкции, что и привело к постоянному изменению изначального плана. Но эти версии не дают ответа на вопрос, зачем надо было все-таки достраивать верхнюю часть пирамиды? Ведь если уже началось разрушение, возводить верхнюю часть значит нагружать и без того якобы слабую нижнюю. Парадокс. Прошло не одно тысячелетие, за которое Египет пережил немало землетрясений, а ломаная пирамида до сих пор стоит практически целая и сохранилась, пожалуй, лучше прочих. Смысл и назначение этой конструкции, скорее всего, еще долго будет оставаться непонятным для нас. Приходится только изумляться знаниям и мастерству строителей и искать ответы на загадки, оставленные нам древней высокоразвитой цивилизацией. Нет, не случайно она закрыта для туристов.